Всем привет, дорогие друзья! Сегодня приготовлю красивый и очень сытный слоеный салат «Медвежья шуба». Это мясная версия любимой классической шубы, только без рыбы, а с нежным отварным мясом. Салат получается ярким, эффектным и отлично держит форму. Такой салат смотрится на праздничном столе просто потрясающе, особенно если собрать его в кулинарном кольце. Он простой, проверенный и всегда нравится гостям. Обязательно попробуйте! Для рецепта мне понадобится в первую очередь я немного замариную лук. Порежу его мелкими кубиками. Я люблю лук мариновать в лимонном соке. Можно это сделать и с уксусом. Я добавляю буквально 1 столовую ложку лимонного сока и чайную ложку сахара. Хорошо перемешиваю. Оставляю лук постоять. Кстати, если вы не хотите мариновать лук, можно просто его обдать кипятком, чтобы убрать горечь. Небольшими кубиками порежу отварной кусочек мяса. У меня здесь свиная вырезка. Я ее заранее отварила в чуть подсоленной воде и охладила. Также для рецепта прекрасно подойдет и отварная говядина. И теперь поступайте так, как вам удобно. Я буду сразу все овощи натирать в кольцо. Я установила диаметр кольца 18 сантиметров. Поставила его на тарелку и сразу же сюда на крупной терке первым слоем натираю картофель. Вилкой аккуратненько распределяю картофель. Он у меня соленый. Я варила картофель в подсоленной воде, поэтому сейчас дополнительно картофель не солю. Точно так же я отваривала и морковку в подсоленной воде, и мясо. Делаю сеточку из майонеза и хорошо все прижимаю, чтобы слои потом хорошо держались. Следующий слой – это отварное мясо. И мясо я немного поперчу. Добавляю майонез. И хорошо все прижимаю. Выкладываю на мясо маринованный лук. Следующий слой – отварная морковь. Ее натираю на крупной терке. Распределяю вилкой и также промазываю майонезом. Хорошо прижимаю. Теперь на мелкой терке натираю яйца. Кстати, в классической шубе с селедкой я яйца не добавляю. Вообще, по-моему, это такой спорный вопрос. Кто-то яйца добавляет в классическую шубу, а кто-то нет. У меня на канале есть несколько рецептов шубы с селедкой. Это и рулет, и слоеная шуба. Если вам интересно, заходите и посмотрите. Я оставлю ссылку под видео в описании. А в этот салат, именно медвежья шуба, я всегда добавляю яйца. А вы пишите в комментариях, вы добавляете яйца в классическую шубу или нет. Распределяю яйца ровным слоем и также промазываю майонезом. И теперь немного все прижимаю ложкой. И теперь последний слой – свекла. Ее также я натираю на мелкой терке. Если хотите, можете это делать на крупной. Но мне нравится, когда получается такая свекла более мелкая. Она красивее смотрится, на мой взгляд. Если у вас свекла очень сочная, тогда ее можно предварительно натереть в тарелку и немного отжать сок. И, конечно, лучше всего свеклу натирать в перчатках. Я натерла половину свеклы. Распределяю и слегка промажу майонезом. Слегка утрамбовываю.
И вторую половину свеклы я уже промазывать майонезом не буду. Просто ее выложу вот такой легкой шапочкой сверху. Мне кажется, так салат будет смотреться более интересно. Конечно, вы можете промазать всю свеклу майонезом. Делайте, как вам нравится. Аккуратно вилкой разравниваю. Чтобы салат лучше держался, можно немного прижать. Закрываю сверху салат пищевой пленкой и отправляю его в холодильник для пропитки на пару часов. Аккуратно снимаю кольцо. Можно его слегка прокрутить. Вот такой очень красивый салат получился. Если хотите, его еще дополнительно можно декорировать. Можно этого и не делать. Я слегка украшу его майонезом. Получится как такой небольшой тортик. И также веточка петрушки. Салат получается очень сочный, красивый. Кстати, если вы хотите, чтобы верхний слой свеклы не сильно окрашивал другие слои, можно просто свеклу предварительно отжать после того, как натерли ее на терке. Но я этого не делаю, я люблю, когда салат получается именно такой сочный. Салат получился, на мой взгляд, очень вкусный. Думаю, такая медвежья шуба заслуживает вашего внимания. Обязательно ее приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!